Всем привет из Барселоны! Тот, кто бывал в нашем городе, наверняка узнали эти две башни. Ну а тот, кто не был, мы с вами находимся в Вилла Олимпика. И сегодня я вас приглашаю на прогулку по этому району. Меня зовут Марина, вы на канале Дамлекс Realty. И прежде чем мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Ну а теперь поехали! Как можно догадаться из названия, Вилла Олимпика – это олимпийская деревня. Район был заложен специально для Олимпиады 92 года. И трудно сейчас представить, что на том месте, где мы стоим, раньше находились железнодорожные пути, складские помещения, и вообще этот район не был предназначен для жизни. Если посмотреть на Испанию конца 70-х, то мало кто мог тогда предположить, что уже через 15-20 лет страна станет одной из самых привлекательных в Европе. После смерти Франциско Франко в 1975 году Испания пережила очень сложный период трансформации. Но вместо того, чтобы десятилетиями жить прошлым, страна сделала ставку на модернизацию, инфраструктуру, туризм, международные инвестиции и качество городской среды. И Олимпиада 1992 года стала символом этого нового курса. Когда сегодня гуляешь по Вилла Олимпике, трудно представить, что еще совсем недавно здесь были железнодорожные пути, склады и промышленная зона. Но еще сложнее представить, что с момента окончания диктатуры Франко до Олимпиады прошло всего 17 лет. По историческим меркам это мгновение. Часто иностранцы приезжают в Испанию и замечают ее недостатки. Да, Испания не идеальна. Но если посмотреть на путь, который страна прошла за последние полвека, становится понятно, насколько огромный скачок был сделан. Из страны, которая в 70-х годах только начала открываться миру, Испания сегодня стала одной из самых комфортабельных стран для жизни в Европе. И Вилла Олимпика – яркий пример того, как город может шагнуть в будущее. Многие считают, что это бывшая олимпийская деревня, которую потом решили использовать под жилье. Но это не так. Район сразу проектировался как жилой. Просто Олимпиада стала ее первым жителем. По официальным данным, к моменту начала Олимпийских игр 1992 года 60% квартир были распроданы еще до начала Олимпийских игр, а первые жильцы заселили сюда в 1993 году, когда квартиры были адаптированы к постоянному проживанию. Проектированием района занимались разные архитектурные бюро, и им была поставлена задача избегать однообразности. Поэтому, если вы внимательно всмотритесь в здания этого района, вы увидите, что они все отличаются, хоть и выдержаны в одной эстетике. Они одного масштаба, одной высотности, но абсолютно разные в своем архитектурном исполнении. И еще один интересный факт. Этот район в свое время стал первым районом, который был ориентирован на иностранного покупателя, на международных менеджеров, на людей, которые уже в то время начинали работать в сфере IT и развивать ее. И таким образом, когда район проектировался, архитекторы, знали они того или нет, я не могу утверждать, но так или иначе, они создали район будущего, который, конечно же, дал толчок развитию города. Вот пример парков в районе Вилла Олимпика. Это не муниципальный парк, это территория придомовая, которая относится к этим домам. Но вот архитекторам, повторюсь, которые планировали этот район, они делали ставку вот на зеленые зоны, а не на террасы. Хотя, конечно же, нам террас здесь не хватает. Очень важная характеристика этого района – это его спокойствие. Если вы посмотрите на карту, вы увидите, что этот район очень близко с той стороны. Он примыкает у нас к Ишамплю. С другой стороны, это у нас парк Сьютаделла, и за ним уже старый город, ниже Барселонета. Казалось бы, вот здесь должно быть масса туристов, потому что набережная Барселонета соединяется с набережной Виллы Олимпики. Но здесь всегда тихо и спокойно. И вот это тот самый золотой микс, который многие из вас ищут и не находят в других районах. Когда ты живешь в пешей доступности до старого города, в пешей доступности до пляжа, в районе с инфраструктурой, но как будто бы ты находишься в каком-то маленьком курортном городе на побережье. И в этом очень большой плюс этого района.
Несколько слов о самом жилье в этом районе. Я думаю, никакого секрета здесь нет, и вы можете легко посчитать, сколько этим домам лет, если они были построены в 92 году. И, конечно же, по тем временам это было ультрасовременное жилье. Сейчас оно уже несколько устарело. Меня многие из вас спрашивают, почему построены они из кирпича. Нам, советским и постсоветским жителям, это все время навевает какие-то воспоминания о советских общагах. Но для барселонцев это было ноу-хау. Вам сложно будет поверить, но они устали от своих красивых французских балконов и шампля, от ее архитектуры. Им хотелось ультрасовременного. И почему они выбрали кирпич? Ну, во-первых, кирпич – это экологичный материал, ну а самое главное, он очень теплоизоляционный. То есть эти квартиры, они сухие. А для морского климата это очень важно. В этих квартирах нет сырости, несмотря на то, что они были построены к 1992 году. Один из больших минусов этих зданий являются их невысокие потолки. Потолки здесь стандартные, 2,50-2,60. И если кому-то хочется квартиры у моря с высокими потолками, это не про Вилла Олимпику, и даже не про Поблоноу, и даже не про Диагональ Мар. Это вообще не про море. Потому что высокие потолки, они у нас все находятся в Эшампле или в так называемой зоне Альта. В районе моря у нас есть только одно здание с плюс-минус высокими потолками. Это Антарес. Кстати говоря, обзор этого комплекса размещен на нашем YouTube-канале, можете посмотреть. Вот в этом комплексе, это единственный комплекс на всем побережье города Барселоны, где потолки высокие. И, как всегда, традиционный вопрос от вас. Марина, я хочу новостройку Вилла Олимпики. Нету. В этом районе застроены уже все земельные участки, и новостроек больше не будет. Но сейчас я вам покажу один объект, который не является новостройкой, но может таким считаться. Итак, за моей спиной объект, о котором я говорила. Это не новострой, это реконструкция. Здесь было административное здание, я уже не вспомню, что тут было. По-моему, здесь раньше находилось одно из подразделений муниципалитета Барселоны на этот район. А его выкупили инвесторы, и теперь они сделают тут квартиры. Для вашей информации, квартира с одной спальней, цена от 740 тысяч была. Ее уже нет, она уже зарезервирована. Ну, то есть порядок цен, вы понимаете, это у нас вторая линия от моря. Я приехала в Барселону в 2000 году, когда этому району было всего лишь 8 лет. Сегодня, спустя 26 лет жизни в городе, я понимаю, что наблюдала его развитие буквально своими глазами. Теперь многие из вас знают, что Вилла Олимпика была построена к Олимпийским играм 92 года. Но гораздо интереснее другое. Барселона 92 до сих пор считается одним из самых успешных олимпийских проектов в современной истории. Не потому, что Олимпиада принесла больше денег, чем другие игры, а потому, что город сумел использовать Олимпиаду как инструмент своего будущего. Во многих странах после Олимпиады остаются стадионы, которые пустуют, спортивные объекты, требующие огромных расходов на содержание, и воспоминания о красивом празднике. Барселона пошла другим путем. Город получил новые пляжи, новую марину, новые дороги, новые общественные пространства и целый новый жилой район у моря. Фактически Барселона заново открыла для себя свое же побережье. Именно после Олимпиады город начал превращаться в одно из самых популярных туристических направлений Европы. Многие урбанисты, экономисты и специалисты по развитию городов до сих пор приводят Барселону как эталон того, что спортивное событие может стать катализатором долгосрочного развития. И когда я смотрю сегодня на Вилла Олимпику, я вижу не просто красивый район, я вижу результат решения, которое было принято более 30 лет назад. Для меня это не просто район, для меня это памятник грамотному городскому строительству и доказательство того, что всего за несколько лет можно изменить будущее целого города, если думать не о сегодняшнем дне, а о следующих поколениях. Если кто-то из вас подумает, что в то время, когда район закладывался и здесь распродавались квартиры, а вы помните, что 60% квартир было продано до начала Олимпийских игр, а это значит, что цены здесь были дешевые, это совсем не так. Я, когда начинала работать с недвижимостью, продавала здесь квартиры и как раз продавала квартиры первых жильцов и единственных владельцев на тот момент.
этих квартир. Так вот, они мне сказали, что цены были по барселонским меркам очень высокими. О чем это нам говорит? О том, что изначально этот район уже был элитным районом возле моря в Барселоне. Сюда переехали те барселонцы, которые мечтали жить у моря, а не в зоне Альта. Здесь жили медики, адвокаты, бухгалтера, владельцы бизнеса, к ним потом присоединились иностранцы, и таким образом до сих пор остается самым элитным, если это, можно сказать, применимо к владельцам этих квартир, районом Барселоны. Он лидирует в рейтинге самых спокойных прибрежных районов Барселоны. Здесь очень тихо, в отличие от соседней Барселонеты, куда мы с вами тоже прогуляемся. Здесь нет такой криминальной обстановки. Здесь нет по соседству лямины, как в Диагональ Мар. Нету очистных сооружений под носом, которые мешают нам наслаждаться морским воздухом. Поэтому этот район, несмотря на то, что здания все построены к 1992 году, не теряет своей популярности, не теряет своей стоимости и остается очень востребованным. Но вот при всем при том, что здесь очень странные такие дома, этот район мне нравится больше, чем Педралбес. Ну да, здесь есть да, жизнь. здесь есть. Когда мы приехали сюда в 2000 году, Барселона заканчивалась на Вилле Олимпике. Там сразу начинается уже Побла-Ноу. Побла-Ноу можно было поехать только если ты самоубийца или тебе хочется приключения найти на одно место. Этот район казался, он сейчас смотрится немножко таким устаревшим, потому что технологии ушли вперед. Но по тем временам это был прямо самый модерновый, самый такой развитый район Барселоны, не похожий ни на один другой, потому что здесь здания более новые, чем в Педралбесе. И поэтому этот район, он смотрелся свежее, новее, плюс в нем инфраструктура есть. Ну, в общем, он был вау. Он, в принципе, таким и остается. Он не производит уже такого впечатления, но для жизни это один из самых комфортных районов. Мне он нравится больше, чем Побла-Ноу. Я думаю, это даже чувствуется по интонации, с которой я о нем рассказываю. Но он действительно классный. Он классный. Вот если бы я вдруг когда-то захотела променять свой любимый Шамполь на какой-то другой район города, я бы переехала только в Виллу Олимпику. Боже упаси меня от Побла-Ноу, от Диагональ Мар, и ни в коем случае не Барселонета и не зона Альта, а вот только где-то здесь. А возможно, на старости я так и сделаю. Да что классно. Ты вышла, такая старушечка, поковыляла себе спокойненько на набережную, прогулялась, кафешек полно. Здесь очень много всего. Есть и спортзалы, и бассейны, и муниципальные, и частные, и с автобусами все в порядке, и метро вот оно за нами осталось, и парк. Что еще нужно старости, чтобы был максимальный комфорт? Поэтому, если вы думаете о месте в Барселоне на вашу счастливую старость, не проходите мимо. Многие из вас ошибочно полагают, что Вилла Олимпика, она так немножко отрезана от всего, потому что когда смотришь на карту, кажется, что центр как-то далеко. Но у меня все клиенты, кто здесь живут, они ходили на площадь Каталунии и туда на Пасео де Грасия пешком. Вот мы отошли от Виллы Олимпики. Вот 2 башни, там мы начинали наше видео. Это 3 минуты пешком. И через этот парк мы с вами выходим парку Сьютадела, к зоопарку барселонскому. Знаете, как близко. Все рядом. Пересекаем парк Сьютадела и входим в район Борн. Через Борн к кафедральному собору. От кафедрального собора вы уже на площади Каталуния, а там и Пасео де Грасия. Все под боком. Но давайте подведем итог. Кому же из вас этот район может идеально подойти для жизни или отдыха? Если вы спортивный человек, да. Если вы хотите жить в пешей доступности до пляжа,
Конечно. Если у вас есть маленькие дети, это самый лучший район для жизни, потому что посмотрите, сколько парков, вам будет где погулять. Но при этом вы хотите жить рядом с центром, рядом с историческими памятниками архитектуры, но сохраняя спокойствие и тишину размеренной жизни Барселоны. Этот район подойдет вам идеально. Он не подойдет тому, кто хочет ультрасовременное жилье или вы бредите об историческом наследии Барселоны и хотите квартиру с французскими окнами, ажурными балконами и высокими потолками. Если у вас еще остались вопросы по этому району, пишите, мы с удовольствием ответим. С вами была Марина, вы на канале Дамлекс Realty, а сейчас мы прогуляемся в другой район, Барселонета, но это уже в следующей серии. Пока-пока!